Всем доброй ночи. У меня огромное количество лекций, видеороликов, не только заговоров и ритуалов, но и посвященные приметам, советы ведьм, определенные рецепты, которые дошли до нас с древних времен, усиленные ритуалами, которые я вам дарила. Огромное количество ритуалов, заговоров, помогающим вам вести ладное хозяйство, помогающим вам поправить здоровье, как усилить и улучшить для своей семьи урожай каждый год. В течение уже многих лет я вчера смотрела свои контакты, которые открылись все-таки. Видимо, я просто не знала, как правильно это сделать. Может быть, и раньше бы открыла, но в конце концов научилась, как это сделать. Поскольку я загружала часто видеоролики, они почему-то решили, что там слишком подозрительная активность. Ну, еще те, которые у меня крали мои работы, они постарались. И для проверок закрыли, а потом открыли. И прошлась по своей стене на странице. Я уже сама забыла, в каком году я открыла. В 2013 году у меня открыта эта страница в контактах. Хотя много лет почти не пользовалась, потому что времени не было на них. И в связи с этими всеми проблемами на других платформах решила возобновить все-таки на всякий случай, если вдруг нужно будет держать связь со своими зрителями. В 2013 году. Вот представьте, 9 лет только у меня вот эта страница на контакте. Сколько всего было пройдено даже за эти 9 лет всего лишь. Сколько всего было подарено, сколько работ. Это все делается для того, чтобы ваша жизнь была лучше. Чтобы вы могли жить по-другому, друзья мои. Жить по-другому и более удачливые, более мудро распределять свое время. Ведь мы все здесь временно, и наша задача – это оставить после себя сильный род. А чтобы род был сильный, надо знать законы мироздания. Их, в принципе, не так уж много, самые основные законы мироздания. И я об этом тоже снимала. Мироустройство, да, мироздание, как оно устроено, зачем, как происходит. Но в любом случае, сколько мы живем, столько мы учимся. И все эти приметы, все эти поверья, все эти всякие ритуалы и прочее, это просто не просто так было придумано, потому что нечего делать древним людям. Я прихожу к выводу, что в древние времена люди были разумнее. Да, они не знали, как пользоваться гаджетами, но они знали законы мироздания, они знали, что из чего вытекает. Они могли вычитывать информацию, они были более, скажем так, близки к мироустройству. Поэтому их жизнь была, не сказать, что легче или лучше, но, по крайней мере, более разумно они жили. Знаете, отрицательное считалось отрицательным, положительное считалось положительным. И никто не оправдывал зло какими-то нелепыми какими-то оправданиями и прочее. Мы пришли к тому, что мы просто перестали логически мыслить. Как я уже говорила, Боженька, который никому не помог, ничего хорошего не сделал, считается очень добрым и хорошим. А древние боги, которые
помогают, если сделать заговор или попросить у них, они плохие. Вот логика вещей. То есть тот, который не слышит, не помогает, он нас любит, он милосердный. Те, которые нам помогают и слышат, они плохие, потому что их нельзя уважать и любить. Вы можете объяснить мне логику? Вот поэтому я и призываю к разуму человечества. Вот поэтому я и как бы дарю вам все эти знания, которые, может быть, где-то вы встречали, что-то читали, но основное количество этих знаний вам неизвестны. Перед вами ведьмы, которые, во-первых, три возраста женщин, да, юность, молодость и старость, вот, три богини. Потом возраст Луны. Луна растущая, круглая и убыльная. Это возраст человека в том числе. И в-третьих, начинающая ведьма, скажем так, уже становленная и опытная, сильная. Вот это олицетворяет символ троеликой богини, да, Триевии. Таких богинь множество в теологии, но самые известные из них, естественно, Геката. Ну и богини, расставленные по двум сторонам, символизируют, у меня на алтарях просто так ничего не стоит, они символизируют покровительство над ведьмами. Ведь они больше, а ведьмы меньше, то есть те, которые служат им. И вот на фоне вот этой красоты мы немного поговорим, во-первых, о приметах. Это мудрость ведунов. Я буду несколько частей снимать, сколько понадобится. И в каждой из этой лекции буду как бы объяснять, говорить вам, что и как делать. Ну, плюс ритуалы, которые основаны на мудрости ведунов, и они вам пригодятся в жизни. Может быть, что-то из того, что я вам сейчас буду говорить, вы уже слышали где-то, знаете. Может быть, что-то для вас в новинку. В любом случае, воедино собранное, я думаю, эта информация вам будет очень даже полезна и нужна. Итак, очень важные вещи. Это даже не приметы, это, скажем так, сопровождение, что ли, объяснение логическое, почему нужно именно так поступать, а не иначе, и что из этого следует. Итак, начнем. Друзья мои, у многих людей есть собаки дома. Очень важная вещь, которую нужно учитывать. Нельзя никогда перешагивать через собачье дерьмо. Женщина, которая перешагивает через собачье дерьмо постоянно, у нее большие проблемы по-женски, то есть гинекологические проблемы. У нее проходят тяжелые роды, у нее может даже развиться бесплодие из-за постоянных воспалений женских органов. Собачье дерьмо вообще в магии считается носителем отрицательной энергии, и часто это подбрасывали своим соперницам с определенными словами или делали остуду, начитывая на дерьмо собаки. Поэтому учитывайте, собачье дерьмо переступать нельзя. Если у вас собака дома что-то там натворила, обойдите, уберите или как-то там, естественно, будете убирать, но не перешагивая. Это очень важная вещь, знайте об этом. Почему так происходит? Ну, отчасти объясняется тем, что оно обладает плохой отрицательной энергетикой. Естественно, все подобное обладает такой энергетикой, но если там человеческое, ну, то есть от этого вам ничего плохого не будет. Или тоже козье, не знаю, коровье, помет. Но собачьи нечистоты, они, поскольку постоянно используются в магии для наведения каких-то болезней, для наведения уродства, некрасоты и так далее, оно обладает определенной энергией. Собака сама по себе. В определенных случаях шерсть собаки и прочее. Это потом долгий вопрос.
Итак, не переступайте. Если вы такое делали, скорее всего, вот эти ваши болячки по-женски от этого и идут. Второй момент. Не позволяйте детям поднимать кошку или собаку за передние лапы. Некоторые играются, знаете, так поднимая за передние лапы, ведут по дому. И у ребенка будет грыжа со временем, и у вашего питомца. Далее. Ночью не говорите о покойниках. То есть в разговоре или там вспоминая кого-то, бывает, что вспоминают о близком человеке и прочее. Ночью о покойниках говорить нельзя. Вообще нельзя такие рассказы рассказывать и прочее, поскольку вы усиливаете эти энергии. Вспомните, как в детстве, рассказывая о покойниках, потом мы просыпались от шороха, от стука в дверь, в окно и прочее. Это была реальность, это нам не казалось. Это не страх говорил. Это действительно мы активизировали, потому что ночь – это время активизированного состояния, то есть активации вот определенных сил и духов, и душев ушедших и прочее. Если мы не хотим привлечь внимание мира потустороннего на нашу сторону, мы не должны по ночам об этом говорить. Ну, я могу, мне это ничем не грозит, но простым людям и детей учите по ночам о таких темах не разговаривать. Нельзя ночью сидеть и смотреть в окно, вглядываясь в темноту. Постоянно делающие так люди остаются в одиночестве. Более того, если ваш муж работает где-то и так далее, и возвращается по ночам, постоянно выглядывать в окно, сидеть, смотреть в ночную темноту, вы призываете на его голову смерть. Если у вас есть такая привычка, прекращайте эту привычку, потому что рано или поздно вы услышите то об аварии, то еще. Это будут такие предупреждающие сигналы, а дальше может наступить летальный исход. Вглядываться в темноту – это как отправить человека в вечность. Особенно близкого человека, особенно там супруга и прочее, там кто у вас по ночам чаще бывает, что ходит. Это далее. Не выкидывайте в окно мусор. Вообще не выкидывайте, а ночью тем более. Потому что ночью перед вашим окном, возле вашего окна стоит стражник, который вас оберегает. И кидая вот эту там шелуху, что-то еще через окно, во-первых, вы выкидываете свою удачу из дома. Во-вторых, вы обижаете стражника. То есть вы в него кидаете нечистоты. И он может разозлиться и перестать вас охранять. Далее. Записано здесь мной большое количество, которое я буду вам говорить. И я вам советую на всякий случай еще открыть, посмотреть мою лекцию «Приметы». Вот «Приметы. Ведьмина изба». Набирайте. Там очень долгая лекция, и там огромное количество определенных примет, которые мы не замечаем, но которые очень работают. И объясняется, почему, каким образом они работают и действуют, и почему именно так, а не иначе. Далее. Значит, если у вас в доме постоянные ссоры, постоянное недопонимание, отдаете самому младшему в семье мелочь. Мелочь должна быть желательно по рублю или по 5 рублей, то есть 5 или 1. Столько мелочи, сколько членов вашей семьи. Вот, может быть, там целого рода, у вас там недопонимание, ссоры, какие-то непредвиденные расходы и прочее, прочее. Вечером вы ходите с ребенком ближе к перекрестку, показываете ребенку это место, и ребенок должен кинуть и сказать: обитатели перекрестка, берите деньги и в придачу наши заботы. И отворачивается и уходит. И это все сразу прекратится. Правда, если вы не хотите повторения, если хотите более такого эффекта надолго, это немножко другой вопрос. Нужно, чтобы работали профессиональные люди, которые в этом понимают. Но, по крайней мере, выиграть время вы этим можете. Далее. По вечерам деньги не считайте.
В кошельке деньги не считайте, они там прибавляться не будут. То есть есть люди, у которых есть такая привычка открывать и прям внутри все пересчитывать. Нельзя. Далее, не избегайте пересчета денег. Многие не хотят смотреть, сколько у них денег, чтобы не расстраиваться, поскольку там не столько, сколько им хотелось бы. Очень неправильно. Деньги любят счет. Если вы их часто считаете, вы привлекаете больше денег, потому что вы им даете свою энергию. Они притягивают, начинают. Об остальных приметах я уже говорила. Кстати, закон денег тоже можете посмотреть. Там огромное количество всяких не только примет, то есть, касаемо закона денег. Почему у кого-то водятся деньги, а у кого-то ни в какую. Далее. Желательно брать деньги левой рукой. Зарплата, может быть, вам дают или вам возвращают долг. И если вы кому-то отдаете, отдавайте правой рукой. Вы усиливаете свою денежную силу. Запомните, берете левой рукой. Левая сторона отвечает за богатство, за имущество, за удачливость. Именно в денежном плане, если вы берете. Правая сторона отвечает за время больше. За время, которое будет служить вам. Вот поэтому часы носят на правой руке. Все великие мира сего и сильные лидеры носят часы на правой руке. Правая сторона активизирует силу удачливости. А левая сторона, она больше дает возможность вашему мозгу выработать определенную стратегию, которая вас приведет к богатству. Здесь мысли, а здесь время и возможности. Усиливайте время и возможности, и тогда ваши мысли вам приносят достаток. На правой руке часы носите. И вы увидите, что вы все будете успевать. Дальше. Постарайтесь во вторник деньги не одалживать никому. Потому что люди, которые по вторникам отдают деньги, они могут всю жизнь потом находиться сами в долгах. Не отдавайте деньги человеку, который вам неприятен. Скажите, что тебе нужно, я куплю. У меня вот есть такая примета, мне нельзя отдавать, лучше я тебе куплю, принесу. Потому что если вы отдадите неприятному человеку через силу, деньги на вас обидятся, и долгое время у вас не будут. У вас наверняка были такие моменты, когда вы отдавали деньги человеку, внутри не хотелось, но вам было неудобно. И потом очень долго у вас деньги не водились. Деньги обиделись. Такое есть, возможно. Платок дарить нельзя. Если подарили платок, возьмите деньги. Возьмите там 10 рублей, 20 рублей, что угодно. Возьмите деньги, то есть имитируйте продажу. Ножи дарить нельзя. Я думаю, что вы знаете. Это к ссоре. Зеркало дарить нельзя. С человеком расстанетесь. Часы дарить нельзя. Время вашего общего, то есть вашей общей жизни подойдет к концу. Часы точно нельзя дарить. И ребенку своему нельзя дарить, как бы вы ни хотели. Лучше дайте денег ребенку и идите с ним туда, и пусть он отдает и покупает эти часы себе. Перед зеркалом не кушайте, потому что вы проедите и вашу красоту, и жизненную силу. Вообще в спальнях и на кухне зеркал не бывало. В спальне, во-первых, перед зеркалом, если будете спать, откройте мою лекцию «Зеркала». «Зеркала. Ведьмина изба». У меня лекции на все темы, поэтому и говорю. Если вы засыпаете перед зеркалом, зеркало ночью вытаскивает вашу энергию, забирает, потому что вы не забывайте, что зеркало – это потусторонний мир, тать потусторонняя называется. И оттуда демоны потустороннего мира, зазеркалья, они забирают энергию человека. Поэтому в спальне и на кухне никогда зеркал не держите. Не садитесь напротив зеркала. Вообще отражающие предметы постарайтесь, чтобы их поменьше было. Или чтобы они были вдалеке и не могли вас отражать, когда вы спите. Некоторые очень умные головы делают зеркало прямо над головой в спальне. Наверное, они хотят наблюдать свою сексуальную жизнь. Может, их это возбуждает или там им нравится. Но это очень опасная вещь.
Знайте об этом. Все, кто так делал, рано или поздно расстались. Причем расстались со скандалом и очень, очень болезненно. Далее. Вообще не давайте ребенку до 3 лет в руки зеркало, чтобы он все время смотрелся в зеркало. Ребенок вырастет не очень счастливым, будет одинок, замкнут и постоянно будет слышать какие-то потусторонние звуки, видеть какие-то нехорошие сны, психически будет неуравновешенный. Нельзя этого делать. Некоторые говорят до года, но вообще правильнее до 3 лет нельзя давать ребенку вглядываться в зеркало. Далее. Вот это вот очень важная вещь. Когда у вас тапки разбросаны дома, некоторые надевают одну тапку, да, и начинают искать вторую. Нельзя этого делать. У вас может умереть и родной человек. Если вы постоянно, 1 раз, 2 раза делать такое, это не страшно. Когда человек, просто у него входит в привычку, он прям месяцами, годами это делает, он провоцирует смерть человека. Одна тапочка пропавшая, только другая есть, правильно? Значит, очень, очень большая вероятность, что близкий человек уйдет, и у вас будет одиночество. Дальше. Известная примета, но все же напомню. Возвращайтесь домой, что-то забыли. Посмотрите в зеркало. Вы оставляете своего стражника в зазеркалье, то есть со своим изображением, и он будет охранять дом. Нельзя бить кошек, собак и мучить их. Во-первых, у вас дети могут быть несчастливые. Во-вторых, люди, которые мучают кошек и собак, умирают рано и мучительно. В молодые годы. Или вот всю жизнь по тюрьмам, по ссылкам, в конце концов, жизнь заканчивается вот так вот бестолково. Люди, которые кормят бездомных кошек, собак, пристраивают, то есть относятся хорошо к животным, у них очень крепкий, сильный род. Много раз зрители рассказывали о таких случаях, когда женщина, там, муж с женой кормили, прям носили корм все время собакам, кошкам, и соседи, которые все время говорили, зачем вам это надо, у них, как правило, сыновья алкоголики, тунеядцы, где-то в тюрьмах сидят, а у этих людей дети образованные, внуки красивые. Облагораживаете свой род, когда вы помогаете бездомным созданиям. Есть такая кавказская примета, если ты спасаешь жизнь кошки или собаки, то его дух становится твоим стражником и помощником, а дальше помогает твоим детям. Это не просто так сказано. Когда человек уходит в мир иной, все души, которые он спас или обидел, будут свидетельствовать в пользу или против него. И если так окажется, что он обидел меньшее количество людей и помог большему количеству людям или собакам и кошкам или иным существам, то этот человек получит высшее место после смерти. Я уже об этом вам говорила, что астрал состоит из определенных слоев, да? То есть высшее место – это насыщенная энергией. Его душа будет испытывать комфорт. Если окажется, что он обидел больше, чем помог, то он получит низкое место в астрале. А там нужно добывать эту энергию. Об этом тоже рассказывала, сейчас об этом не будем зацикливаться на этом. Можете посмотреть. Дальше. Когда месяц нарождается, то есть когда луна начинает полнеть, молодой месяц, откусывайте своим детям и себе волосы. Поднакусывайте так зубами.
И если у вас выпадают волосы, они перестанут выпадать, а у ваших детей будет просто грива. Попробуйте это сделать. Это работает очень сильно. У меня бабушка так делала, когда начинался вот этот месяц расти, и нам говорила, и себе делала. И, знаете, до самой смерти у нее были такие косы. Потому что говорила, что каким-то образом месяц начинает прибавлять на нашей голове волосы. Не объясняла, как это делается, но эта примета очень древняя. Понадкусывать просто так зубами слегка себе волосы и волосы своим детям, особенно девочкам. У них будет шикарная шевелюра всю жизнь. Дальше. Вот многие люди не понимают, почему у них плохое настроение, плохое состояние, если они просто сидели на лавочке у себя во дворе, пришли домой, а что-то им плохо, то мутить начала, то голова кружится. Многие принимают это за то, что их сглазили, там кто-то с окна смотрел. Нет, на самом деле они просто присели на место больных людей. Кто садится в основном на эти лавочки? Бабушки. А у бабушек тысячи всяких во-первых, всяких претензий ко всем депутатам и Горбачеву в том числе, но еще у них тысячи болезней. И садиться на место больного человека – это перенять энергию болезней. Именно поэтому старайтесь на эти лавочки особо не садиться. Или если будете садиться, дуйте на это место и говорите, что не мое, от меня прочь. И после садитесь или сажайте ребенка. Перед этим. Не зря же, когда кольцо у кого-то просят там примерить, да, просто нужно дунуть в кольцо и тогда надеть. Вообще не рекомендую чужие кольца надевать и свои отдавать. Ну, уж если так пришлось, надо так делать. Дальше. Женщинам по малой нужде, если приходится ходить в огород, в сад, в лес, ну мало ли, вахтовым методом люди работают иногда прямо на природе, там вагончик стоит, некуда идти. Постарайтесь не делать это на высохшие ветки или на деревья, или на опилки. У вас постоянно будет цистит. Это еще одна примета. Ну, знаете, слово примета не очень подходит. Наверное, закон природы, который мы не можем объяснить, но который действует. Если вас укусила собака, вот я помню, бабушкина сестра сделала так. У меня там двоюродного брата собака их укусила. Большой алабай. Но он не был пушистый. Однако подозвали, расчесали волосы от него, срезали сколько смогли. И, значит, сожгли и намазали этим пеплом место укуса. Через 2 дня этот укус практически зажил. Если эта собака не дается, возьмите другую собаку. Желательно, конечно, у той собаки, которая укусила. То есть она сама укусила, сама и вылечила. Сама покусала, сама отходила, так говорили. Хотя можно ничего не говорить. В любом случае, как только такое случается, постарайтесь найти шерсть собаки, значит, поджечь и пеплом вот так вот посыпать, намазать вот это место укуса. Если у вас на ногу упал там чайник или что-нибудь такое тяжелое на ноготь, чтобы ноготь потом не потемнело, не почернело, что потом не пришлось вообще удалять ноготь. Некоторым приходится это делать, потому что до такой степени там разбитость несимпатичная, и снизу ноготь не растет. Возьмите нож и начинайте вокруг вот так просекать. Смотрите, вот так вот отрезать, как будто бы в воздухе. Что-то отсекать, да, извиняюсь. И тогда ноготь заживет быстрее, не будет нужды его отсекать, убрать полностью, делать операцию, по-всякому там удалять, не знаю. Если сразу же такое сделать сверху, то пройдет безболезненно. Это тоже еще одна примета. И почему она срабатывает? Потому что вы тут же как бы отрезаете вот те последствия, которые должны быть. Вы убираете сразу же это болючее место и эту энергию боли. Если у вашего мужа грыжа позвоночная, и она болит. Ну, во-первых, есть у меня такой заговор
от спинной боли. Можете попробовать. Очень надолго забудет про боль в спине. Но есть еще одна примета. Ну, согласится ли он это сделать, не могу сказать. По вечерам несколько часов носить золотую серьгу, ну, можно клипсу. Даже можно заказать, там специально попросить сделать вот такую золотую клипсу на левое ухо. И еще, значит, очень помогает золотой браслет. Но носить с этой клипсой золотой браслет и золотую клипсу несколько часов по вечерам. У него со временем боль в позвоночнике или в другом месте, если есть грыжа и нельзя оперировать, начнет проходить. Но это нужно повторять периодически, потому что это не лечит, это просто удаляет, убирает боль, надолго убирает. Ну, мне кажется, не все мужики на это пойдут, поэтому возьмите мой ритуал от спинной боли, раз уж так приходится. Это тоже помогает и помогает надолго. Кто пробовал, тем очень долго помогало. Линейку или аршин. Знаете, да, что такое? То, чем измеряют там рост, не знаю, еще что-нибудь. Такие предметы на кровать класть нельзя. Это к покойнику. Никогда не позволяйте снимать с вас мерку, если, ну, если вы для другого человека что-то хотите взять. Ну, например, был такой момент, когда у человека друг умер, поехали заказывать гроб, а забыли померить там сколько. И он сказал, мол, да он моего роста, вот померьте и по моему росту и сделайте. Вот померили. После друга он через 7-8 дней после похорон разбился. Ну, он жене сказал, что он начинает сниться ему и говорит, зачем ты мое место украл. И они подумали, что это несерьезно, махнули рукой, и он погиб. Тем более, если для кого-то что-то шьют, и вот некоторые там подруги, ой, у меня такой же бюст, вот на мне померьте, и потом и ей сделаете. Вы берете определенную ее судьбу, то есть ее рок, то, что она должна пройти, на свою голову. Была такая женщина, которая заработала нехорошую болезнь, ей потом отрезали грудь, потому что она согласилась на вот такой эксперимент. То есть должна была ее подруга это пройти, а прошла она сама, потому что она влезла и сказала, у меня такой же, можете на мне померить, у нас одинаковый размер и шить для нее. И прочее. Никогда на себе чужие мерки, чужие там какие-то вещи, которые как бы вы одинаковы по размеру, вот на мне можно померить, если подойдет, и ей подойдет. Не мерьте. Этого нельзя делать даже для своих родных людей, не то что для подруг, друзей и знакомых. Если вы пошли в дом, где покойник, ну, выказать свое уважение родственникам. Сейчас привозят с морга именно в день похорон. Раньше дома лежал покойник, обычно на тахте, на чем-то еще. Вот когда вы вышли из этого дома, идете к себе домой, зажигалка у вас или спичка, что угодно. Вот так, смотрите, я показываю, так берете, значит, зажигаете и руки так проносите над огнем. Потом вторую руку проносите. Все члены семьи, которые были в доме у покойного и их родственников, обязательно перед тем, как зайти в свой дом, проведите свои руки над огнем. Или возьмите свечу, в конце концов, можете это сделать и зайти домой. Иначе вы занесете эту смерть себе домой. Многие люди, которые шли посочувствовать, через некоторое время у них тоже кто-то умирал. Понимаете? Вот я уверена, что зрители по ту сторону экрана вспомнят такой случай, что вот умер там наш сосед, мы пошли соболезновали, и через там 40 дней у меня свекровь умерла, еще кто-то. Заносите смерть. Не все могут занести, заносят обычно люди с сильной энергией. Но вы же не можете в этот момент знать, у вас сейчас сильная энергия, слабая энергия. Вы на всякий случай сделаете это. Пронесите руки над огнем. И только тогда вернитесь домой. Из дома, где был покойник. Не обязательно, чтобы он там лежал. Вы пришли к его родственникам пособолезновать. Ну, сейчас на Кавказе дома держат покойного, пока прощаются все, а потом хоронят. Поэтому
Ну и не только на Кавказе, мне кажется, и север России такие же традиции. Так что вы обязательно перед тем, как зайти к себе домой, обработайте руки над огнем. Сожгите эту энергию смерти и идите домой. Никогда из своего дома до кладбища не освобождайте дорогу, не чистите. Был такой случай, когда женщина, чтобы все время ходить к матери на могилу, попросила мужа и сына вычистить дорогу от своего дома до могилы. Там не очень далеко, но, в принципе, дорога такая довольно длинная. И вот сын и муж вычистили всю эту дорогу, чтобы она легко могла пройти до кладбища и домой. Через некоторое время погиб муж, а потом сын. Она занесла эту смерть к себе домой. Открыла дорогу смерти прямо к себе домой. Такие вещи не делайте. У потустороннего мира, у мира духов, у мира умерших есть свои законы. Не лезьте туда, в их мир. Не открывайте им дорогу в свой дом. Никогда. Этим вы ничего хорошего не делаете. Ни памяти ваших близких, ни тем близким, которые живы. Смерть любит, когда ее уважают. Не надо все время лезть, идти на кладбище, знаете, надо или не надо, постоянно быть там, постоянно ходить. Надо ходить определенное время. Или поминать, идти и так далее. Все время не лезьте в мир мертвых. Хочу вам сказать, что вот у меня хороший друг Алексей, я показывала этого человека, как-то снимали видеоролики. У него у тети убили единственного сына. Пытали в милиции, и одним словом он погиб. Сказали, что покончил с собой по-разному. Был единственный ребенок. И она ходила к нему на кладбище чуть ли не каждый день. Потом заставляла Лёшу ходить. Он говорит, мы ходили чуть ли не с этим магнитофоном, включали его любимые песни, говорит, на нас смотрели как на не очень нормальных. Но она, наверное, на этой почве тронулась. То арбуз носила туда, вот он любил арбуз там и так далее, и так далее. И, говорит, в конце концов, у нее ноги отказали. Одну ногу ей ампутировали потом. То есть, понимаете, ей просто отрезали ноги, чтобы она туда больше не ходила. Надо уважать мир мертвых. Ушедший ваш родственник уже совершенно иная сущность. Да, он такой же остался с тем же характером, что при жизни, но он уже подчиняется миру потустороннего, то есть законам потустороннего мира. Нельзя к нему обращаться, как будто вы, как при жизни, шли к нему в гости. Точно так же каждый день быть там. Дальше. Об этом я уже говорила. Если человек, сильно больной человек, просит сладкого, просит меда, хочет лечь на полу спать, говорит, что ему хочется прям на вот ровном, вот как бы ровной поверхности, или тахта, или пол, значит, он скоро умрет. Это безотказно. Тем более человек, который не любит сладкого, если он сказал, хочу конфеты, хочу сладкое, хочу на каком-то таком на прямой поверхности, на чем-то таком, хоть на полу, на матрасе спать. Все, попрощайтесь, он уходит. Это безотказно работает, и это так и есть. Значит, его время уже проходит. Находите крест, даже если золотой крест нашли, не поднимайте. Многие за жадности поднимают. У меня был такой случай, когда мужчина мне написал, что нашел крест с бриллиантами, поднял. Я говорю, крест – это к мучениям. Зря вы взяли, вообще не надо было его трогать. Но, видимо, он весомый крест, большой, и жадность сыграла свою роль. Вот, я ходил, я спрашивал, я у батюшки спросил, еще у кого-то. Я говорю, ну, раз вы спросили, зачем вы мне? Он понимал, что это все-таки не очень хорошо, но, наверное, внутренняя алчность не давала покоя, он все же не хотел этого лишаться и искал причины, знаете, оправдания тому, что это можно держать. Вот, мне сказали, надо освещать, просто дальше можно носить и так далее. Я говорю, знаете как, вот делайте то, что вы считаете нужным, больше мне не пишите, не надо меня тревожить. Через некоторое время мне из того же номера написала женщина. Здравствуйте, Инга, вот мой муж с вами переписывался.
месяца 3 назад вы были правы, зря он вас не послушался, разбился он. И жена с его телефона мне писала. Она сказала, что она с ним говорила, уговаривала, просила. Он ни в какую. Он сказал, мне сказали, можно осветить и носить. Вот и все. Не берите крест. А если кто-нибудь взял из вашей семьи, если взял ваш ребенок, отнесите этот крест, оставьте в том религиозном учреждении, которому он соответствует, в церкви. Просто оставьте и уходите. Все. Пусть они сами решают, что с ним делать и как сделать, потому что это их сила, и она там и останется. Неважно, насколько она... Знаете, жизнь дороже, чем крест с бриллиантами. Крест с бриллиантами может стоить там 200-300 тысяч, согласна, очень дорогая вещь. Но ваша жизнь стоит намного дороже. Эти 200-300 вы потихоньку сможете заработать, а жизнь не вернете. Поэтому постарайтесь думать не жадностью, алчностью, это тоже какая-то примета. А может быть, кто-то сведет свою болезнь специально и кинет туда. И такое возможно. Научите детей никогда не подбирать на перекрестках, да где попало деньги, особенно мелочь. Хочу вам объяснить, что сильные болезни, смертельные болезни сводятся на золото, причем золото красивое, дорогое. Они могут прям веером так доллар положить где-нибудь, знаете. То есть такое, что вы не можете от этого как бы отказаться. Женщина однажды в церкви, значит, во время службы увидела на подоконнике какой-то там, как кошелек, что-то в этом роде, подняла и увидела, как бабка одна, значит, следит за этим всем и так вот пристально смотрит. Она потянула ей, подумала, что это ее. Правильно подумала, но сказала, мол, возьмите, это вы забыли. Она сказала, нет, нет, я ничего не забывала, бери себе. И еще шепотом что-то такое сказала, и ей показалось, что она сказала еще и чего-то еще бери. Не обратила на это внимания. Вышла из церкви, увидела там большую сумму денег, порадовалась, что можно холодильник купить, еще что-то обновить. Пришла домой радостная, и все. И каждый день скорая за скорой приезжали за ней. Ей становилось все хуже, хуже. Все эти деньги она потратила на свое лечение, не вылечилась. Это был подклад. И, скорее всего, та самая бабка, которая сказала, это не мое, и прошептала. Наверняка она сказала, бери себе эти деньги, и мои болезни тоже. Вот и все. Так и делается. Некоторые бабушки очень хорошо подлечиваются. Поэтому я и говорю, что в церкви очень много опасностей, и очень много убогих, очень много больных, очень много всяких людей приходят, которые даже не желая того, переводят и переносят на вас все свои отрицательные вот эти вот моменты и все свои болезни, потому что насыщен воздух вот этим страданием, понимаете? Хочешь, не хочешь. В вечернее время, когда солнце село, желательно на улице ни с кем не здороваться. Если вам говорят «здравствуйте», вы просто так киваете головой. То есть показали, что вы здороваетесь. Лучше не отвечать. Считается, что произнесенные приветствия в вечернее время, особенно когда, скажем так, хмурые дни, вот зимние дни и прочее, когда сила природы больше отрицательная, чем положительная, что вы отдаете часть своей энергии, своей доли этим приветствием. Далее. Во время венчания, если вы хотите повенчаться по христианским канонам, да, или во время росписи в ЗАГСе, мать невесты присутствовать не должна. Тогда брак будет долгий. Понимаете, как хотите. Это проверено. Вообще на Кавказе, когда едут за невестой, когда, собственно говоря, их возят в ЗАГС или куда-нибудь на роспись, или если венчание,
мать невесты не присутствует. Сейчас, может, присутствует, в стародавние времена запрещалось. Считалось, что материнская энергия мешает заключению брака. Она родила, она не хочет расставаться, для нее это тяжело. И она мысленно удерживает дочь возле себя. Это не означает, что она не может потом посетить свою дочку, что она не может на свадьбе быть, подарок дарить. Нет. Но во время росписи или венчания мать невесты не должна присутствовать. Это мешает делу. Пусть она выйдет. Там на пару минут выйдет, пока распишутся, потом зайдет. Тогда брак будет долгий и счастливый. Далее. Хочу вам подарить несколько ритуалов на основе тех самых поверий и примет, которые я вам перечислила. И не только. Итак, первое. Если у вас постоянно болят руки, суставы рук, купите медное кольцо или закажите кольцо из чистой меди и носите это кольцо. Носите это кольцо, потом можете спрятать, потом снова носить, как только у вас возобновятся боли. Но если вы долго будете носить, эти боли могут уйти и не вернуться. Помогает еще от подагры. Нужно надевать каждый раз и говорить: медное кольцо, была боль, да через тебя ушло. Истинно. Носите определенное время, и вы увидите, что постепенно будет отступать и опухание суставов, и воспаление суставов, и постоянная боль. Особенно это касается людей, которые работают руками, и им нужно постоянно иметь дело. То есть, мало ли там тесто месят, еще что-нибудь. То есть руки им необходимы постоянно. Это физический труд, скорее всего, и чаще всего. На заводах, может быть, мастера, которые что-то там ремонтируют. Кольцо. Можете просто там круглое такое колечко. Размер совершенно не важен. Он может быть очень тонкий. И можете носить вместе с золотыми и серебряными кольцами. Но она должна быть медная. И вы увидите, через некоторое время эта боль начнет проходить. Это проверенные веками, тысячелетиями вещи, которые я вам говорю, добавляя свои заговоры, чтобы усилить это все. Если у вас частые головные боли, вам нужно носить на голове серебряную обруч. Дело в том, что в древние времена это носили как украшение, но это не только как украшение, это еще оберег был и помогал. И вот эти все манисты для украшения головы, да, лоб весь в этих серебряных монетах и так далее, это усиливало энергию человека, в основном женщины носили, и излечивало. Носите серебряный обруч. Можете дома носить. Можете заказать такую жесткую серебряную обруч, именно из серебра. Не посеребренный, не золотой, нет. Или цепочку серебряную, если у вас так держится нормально, можете просто надеть на голову, при этом читая. И через некоторое время ваши вот эти все головные боли, мигрень, там плохое кровообращение, кислородное голодание мозга постепенно сойдутся на нет. Итак, слова следующие надеваете и начитываете. Каждый раз желательно, естественно, сколько вы носите дома, там, может, весь день, пока вы дома, может, несколько часов или на работе, неважно. Носите серебряный обруч. Ну, спросят, зачем, скажете, от головной боли помогает. Это не страшно, тут делиться можно. Итак. Обруч. Оберни мне кость головную, виски не стучите, чемерок снимись, боль уймись, мозг исцелись, заклинаю. Еще одну примету вам приведу. Написала наша зрительница. Я об этом говорила, но там был ритуал, там немножко другой момент. Это старинная вещь, но не все это знают. Она рассказала о том, что у коллеги ее отца, насколько я помню,
Значит, он занимался всякими махинациями, деньги делал большие, там, ну, всякой всячиной. И постоянно пытались на него выйти, находили какие-то минусы в его работе, какие-то недостачи. Но он все время выходил сухим из воды. И однажды поделился с ее отцом о том, что в какой бы я город ни ездил, какую бы страну ни ездил, работа была связана с этим, я делал, как я хотел, я работал, как мне нравилось, я себе делал деньги без страха, что меня поймают за руку, но при этом я всегда в каждом городе узнавал, где кладбище, находил безымянную могилу, начинал за этой могилой ухаживать, зажигать свечи и просить защиты. И мне все сходило с рук. Это очень действенно. Запомните это. Конечно, если есть другие защитные заговоры, лучше это тоже делать в совокупности, но это действует, это работает. Души тех ушедших, за чьими могилами ухаживают совершенно незнакомые люди, они берут эти души себе в покровители. И этот человек не просто так это делал. Он знал этот секрет, эту тайну. Поэтому он всегда выходил сухим из воды, не получалось на него ни компромата собрать, ничего. Если у вас такой момент в жизни, что постоянно вас преследуют, что вы занимаете такую должность, и вы боитесь каких-то расправ и прочее, неважно где вы, можете в государственной службе работать, можете в прокуратуре, ну мало ли, знаете, все время пытаются вас поймать на чем-то, все время пытаются вас подставить, и у вас опасная профессия, но она вам выгодна, потому что она денежная, и у вас карьера. Вы не можете просто так бросить. Это тоже легко сказать, да, брось, уйди. Это непросто. То, что создается годами, ценой крови и пота, просто так от этого отказаться очень невозможно практически. Вот делайте такое. Постоянно ухаживайте за заброшенными могилами. И со временем вы поймете, что вы стали абсолютно неуязвимы. Потому что эти души, которые там находятся, то есть они-то похоронены, но их души, они начинают вам покровительствовать. Вы знаете, я заметила одну вещь. Люди, которые такие тугодумы, знаете, толстокожие, мол, да ну, все это фигня, сказки бабушкины, да. У таких людей нету ни удачи, ничего. Я знаю людей, от которых я даже не ожидала, что они верят в потустороннее и действительно знают, вот просто не ожидала. Мне казалось, что это от мозга костей то есть практичные люди, для которых все вот наукой должно быть доказано, и они должны это видеть, пощупать, иначе не поверят. Эти люди более других верят в это все. И более того, у них есть определенные свои секреты, которые потом они мне говорили, рассказывали, делились. Я понимала, откуда у них такая неуязвимость, удачливость. Они знали и они верили более, чем кто-либо. И это причем люди, которые госслужащие, знаете, такие финансисты и все прочее. Казалось бы, вообще прагматики. Но нет. Они более чем мы в это верят и это делают. И правильно делают, потому что кто отрицает мир духов, кто не уважает потусторонний мир, кто считает это за ерунду, тот всегда в проигрыше и всегда лишается всего, остается ни с чем. Далее, если, знаете, есть такая болезнь лишай, но от лишая я вам давала заговор. В совокупности можете это тоже сделать, провести. Если один день 3 людям днем на их приветствие «добрый день» ответите «добрый вечер», у вас лишай постепенно пройдет и больше не вернется. Почему так происходит? Вот не могу объяснить. Может быть, что-то срабатывает, какие-то, знаете, какое-то отрицание природы, что ли. Может, это действует как ключ, закрывающий этой болезни вход обратно. Потому что лишай бывают разные, всякие. Бывают и
просто кожные заболевания. Бывает стригучий лишай, когда волосяной покров уходит из головы и откуда угодно. Вот так вот действует. Добрый вечер. Ну, человек улыбнется, ой, сделайте вид, что вот, ой, что же я сказала, посмеялись и пошли. Но не поправляйте. Добрый вечер. Ой, что я говорю, и пошли. 3 раза вот в день увидеть 3 людей, которые вам сказали добрый день, а вы сказали добрый вечер. Посмотрите эффект, какой будет, если у вас такая проблема существует. Вообще с кожными заболеваниями, не только с лишаем. Дальше. Перед сном, если вы боитесь, ну, живете одни, может быть, в большом доме, за городом, или остались переночевать на даче, да и вообще, если у вас есть какой-то страх, каких-то нападений, чего угодно. Если вы живете в зоне военных конфликтов, например, перед сном говорите: ложусь спать, на мне защитная печать, по сторонам стражники, берегут мое тело и душу, и день, и ночь, и утром, и вечером. Живая лягу, живая встану. Заклинаю. Если у вас дома между вами и с мужем, это касается больше женатых пар, ну и не только женатых, которые вместе живут, пар. Если у вас постоянные ссоры между собой, и вы не можете никак прийти к общему знаменателю, дайте кошке попить молока. Вот когда чуть-чуть останется, заберите у кошки и выливайте за порог с определенными словами. Кошачья доля, собачья ссора, вон из хаты. Да будет так. 6 раз говорите. Кошачья доля, собачья ссора, вон из хаты. Да будет так. И ваши ссоры стихнут. Я, пожалуй, завершу первую часть «Мудрость ведунов» вам в помощь. Я вам перечислила очень важные моменты, которые нужны в нашей жизни. Если следовать этим советам, то у вас жизнь будет совершенно другая, скажем так, более удачливая. Это первое. Во-вторых, созданные на основе этих примет и знаний, я вам подарила заговоры и ритуалы несложные, которые эти знания усилят и помогут вам действительно добиться эффекта за короткое время. Я буду этот цикл продолжать, потому что он важен и нужен нам всем. А пока с вами прощаюсь и загружаю этот ролик. У меня сегодня еще есть определенные работы, которые я хочу снять и подарить вам. И надеюсь, что, если уж правильнее сказать, уверена, что эти лекции, эти работы вам очень, очень кстати и очень помогут. Всем удачи, всех благ и до скорой встречи еще раз в эфире.